Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как делать максимально простые букетики к 1 сентября из герберы. Она у нас будет сегодня основным цветком. До этого мы уже показывали простой вариант букета с подсолнухом, вы его можете посмотреть в наших видео, и осеннюю композицию в тыковке. Прежде чем мы соберем этот простейший букет, я хочу напомнить, чтобы ваш букет осенний к 1 сентября состоялся, вы должны подобрать соответствующие цветы или атрибуты, такие как вибурнум, например, колоски, камыши, листья дуба. У нас, к сожалению, нет, но еще очень красиво в букетах смотрится шиповник. Иногда он бывает в продаже, тогда вы можете им воспользоваться. И яблочки маленькие. И яблочки тоже. К сожалению, вот на сегодняшний день на наши базы не поступили ни яблочки, ни шиповники, поэтому мы воспользуемся тем, что мы имеем в наличии. Ну а наш простейший букет из герберы мы составим следующим образом. Мы возьмем с вами 3 герберы. Он у нас будет линейный. Линейный. Мы будем их располагать в параллельной, соответственно, технике, цветочек под цветочком. Посмотрите, да, вот таким образом. Обратите внимание, чтобы нижний цветочек ваш был крупнее по размеру, чтобы низ ваш оказался более тяжелым. Герберы тяжело работать в таком Тяжело, букете? потому что у герберы нет листьев, у нее, сами знаете, голый так называемый стебель, поэтому она может крутиться в руках, поэтому желательно, чтобы вы ее закрепили. Вот вы составили 3 цветочка, обратите внимание, да, нижний у нас самый крупный. Если вы можете сделать идеальную подборку маленький размер, да, средний размер и крупный, то это будет визуально выглядеть очень эстетично и красиво. Или вы подбираете тогда 3 одинаковых цветка. Можно то же самое составить и из крупной герберы. Просто у нас на сегодняшний день в наличии вот мелкая гербера или гербера. Можно делать букетик? Ну, в принципе, можно, но не стоит, потому что в данной ситуации либо должны быть 3 разных цвета, да, но не 2, потому что если вы возьмете 2 одинаковых, а 3 другого цвета, то тем самым вы перекроете цветовую гамму единичного цветка. Поэтому либо все разные, либо, соответственно, все одинаковые. Вот теперь вы можете закрепить ваши цветы, чтобы они не крутились у вас в руках. Почему здесь параллельная техника? Потому что здесь вы ставите четко стебель к стеблю. Здесь не нужно вертеть и крутить никакую спиральку. А когда параллельная техника используется? При очень малом количестве цветов. При очень маленьком количестве цветов вы можете воспользоваться параллельной техникой. Она лучше для начинающих? Удобнее, чем спиральная, или нет? Нет, я бы не сказала. Просто для начинающих она лучше только, может быть, из тех соображений, что вы пользуетесь очень маленьким количеством. Ну вот мы закрепили наши 3 герберы, а теперь воспользуемся так называемыми добавками для того, чтобы создать эффект осеннего букета. Мы возьмем листья дуба. Обратите внимание, они приходят вот на таких высоких стеблях. И для того, чтобы у вас были минимальные потери, как правило, букет школьника, он должен быть очень легким, очень лаконичным, чтобы не закрывать ребенка. И, как правило, вот такой длины, вот тут, как я вам держу, будет вам достаточно. Вы можете вот этот стебель разрезать на 2, а если у вас внизу попадаются вот такие крупные листья, которые будут портить форму вашего букета, вы не выбрасываете эти листочки, вы потом можете ими воспользоваться в любой корзиночке, оставляя их вот на таком череночке и, соответственно, вставляя в корзиночку между зеленью, то есть чтобы у вас потери были минимальны. Ну вот мы уже разрезали такой листочек дуба, соответственно, мы прикладываем. Сейчас приходят не только крашеные листья дуба, вообще очень много осенней зелени разноцветной, и даже обычные эвкалипты типа популуса или синереи тоже красят в осенние цвета. Да, поэтому вот таким образом, да, вы прикладываете ваш лист. Все в параллельной технике. Все абсолютно в параллельной технике. А это листоспидистри? Это листоспидистри, да. Мы сделаем такую вот основу. Гербере так проще будет? И гербере так будет проще, да, и букет так будет очень удобен в том плане, что этот букет очень легко класть. Вы можете его положить на парту, на учебники, к любому школьному подарку приложить.
Ну вот таким образом, да. Можно понять чуть-чуть повыше, для того, чтобы ваша гербера тоже нигде не пропадала. Вот обратите внимание, да, вот немножечко эти листочки портят вам форму. Можно воспользоваться клеем. Вы возьмете флористический клей и можете, вот, чтобы не потерять форму вашего букетика и вашего листочка, вы можете это все подклеить на лист аспидистры. Вот так вот еще раз вы можете закрепить. Вот мы приложили листья дуба, положили это все на лист аспидистры, а теперь еще немножечко приукрасим наш букет вибурнумом. Вы можете также использовать рябину, например, как доступный материал. И различные другие ягодки. Ведь вибурнум еще бывает не только красный, но еще и синего цвета тоже приходит. Это будет зависеть от цвета вашего букета, от цвета герберы. Разные ягодки можно так прикладывать. Ну и, соответственно, вы можете поиграть, да, для того, чтобы не нарушить ваш букет. Вы можете по-разному поприкладывать и поиграть, соответственно, этими листочками. То есть ты сняла ягодки с веточки, да? Ведь нам Да, не нужна длинная да. ветка. А почему только внизу они? Ну, чтобы немножечко еще больше утяжелить низ, соответственно, чтобы букет был более интересным. Для того, чтобы не портить форму вот этой линейности. Да, то есть здесь у нас букет именно вытянутый должен быть. Если вы начнете прикладывать различные дополнительные элементы наверх, то вы потеряете форму. Вот эту, да, форму. Ну, а теперь мы, соответственно, это немножко, чтобы наши листья, так как у нас здесь голые стебли, не были пустыми, оголенными, мы можем закончить вот наш букет подкрученными листьями аспидистры. Я сейчас сначала приложу, а потом вам покажу, как мы это делаем. Такими розеточками. Здесь у нас букет, по сути дела, не предполагает дополнительной упаковки, поэтому мы прикладываем аспидистру, чтобы стебель не был голый, да, чтобы скрыть все вот эти технические моменты. И тейп-ленту, и нагромождение стебелечков внизу. Да, и вы можете, соответственно, выбрать красивый цвет ленты. И обрамить ваш букет вот этими листочками. Листочки можно по-разному. Можно их вот так поставить, да, если вам нравится, закрутить их, допустим, вот таким образом. То есть сложить вдвое. Сложить вдвое. Тогда посмотрите, у вас такая получается многоэтажность. Можно оставить вот такие кончики. Можно оставить вот такие кончики. То есть это настолько от вашего творчества зависит и желания. Вот таким образом. Потом вы его закрепляете и подбираете нужную ленточку. Можете бантом спустить, можно просто ленточками, можно несколькими ленточками. Ведь это же праздник, соответственно, бант никогда не помешает, чтобы украсить ваш букет. Вот мы украсили наш букет ленточкой двойного цвета, бордовый в цвет герберы и оранжевый в цвет ягодок. Вот посмотрите, пожалуйста, это самый простой, лаконичный вариант школьного букета с герберой. И сейчас мы вам отдельно покажем, как мы подкручиваем аспидистру, чтобы вы все понимали, как это сделать. И также покажем второй вариант с герберой в круглом букете. А сейчас мы покажем, как мы подкручиваем аспидистру. Вы находите шов. Центральный. Да, листочка. И начинаете непосредственно рвать вот по этому шву. А до какого предела ты рвешь? Если у вас букет высокий, то нужно рвать где-то приблизительно до серединки. Если у вас букетик маленький, то можно рвать чуть-чуть побольше. И начинаете закручивать листочек, чтобы была видна наружная сторона. Да, по наружной стороне. А теперь самое главное, когда вы будете крепить, то вы не с наружной стороны крепите, а с внутренней, чтобы при обрамлении ваши скрепочки были не видны. 2 раза для надежности. Для надежности. Второй листочек вы можете закрепить на другой высоте, чтобы это было более интересно. Или под каким-то другим углом, что тоже возможно. Положим, или ниже сделать. Можно выпустить листок. Если вам не нравится, вы можете его заправить вовнутрь. То есть вы должны
крутить листочек таким образом, чтобы у вас помещался степлер внутри. Да? Можно, конечно, и подклеивать, но клейка ненадежная вещь, потому что клей так или иначе со временем или в жаркую погоду может у вас разойтись, и листочек может раскрутиться. Ну вот снова мы изнутри двумя делаем, вот и получаем такой листок аспидистра. Второй букетик с герберой, который мы сейчас вам покажем, он будет круглой формы, он чуть-чуть посложнее, он уже собирается в спиральной технике, но тем не менее он тоже с минималистичным набором цветов, и в принципе каждый может собрать такой букет для своего ребенка. Начинаем мы, как всегда, с зелени. Выкладываем в спиральной технике нашу зелень. Здесь совсем тоненькие, да, у нас волоски зелени. А можно фисташку брать или эвкалипт лучше? Лучше эвкалипты, потому что фисташка, она более пышная, более раскидистая, и она тогда у вас потребует большее количество цветов. Соответственно, цветов, да. Вот мы сложили наш кружочек из зелени и листьев дуба. А теперь будем добавлять цветы. У нас здесь будет альстромерия, такая ярко-желтая. В принципе, альстромерия приходит миксом, и вы можете выбрать любой цвет. Мы подобрали желтый на контраст с герберой красненькой нашей. И, в принципе, желтый осенний цвет, желтый, оранжевый, красный. А белый подойдет как фон? Ну, не знаю, мне кажется, что он тогда... С розовой лучше сочетается. С Но розовым, иногда да. девочки на 1 сентября хотят себе бело-розовенькие букеты тоже. У нас здесь 4 альстромерии. А почему 4? Ну, так удобнее выложить кружочек, чтобы вам удобно было выложить круг, и у вас сразу получился букет. Покажешь нам? Вот наш кружочек. Смотрите, пожалуйста. У нас одна альстромерия уже распустилась сильнее, чем все другие, поэтому вот эти вот мы поставили по краю, а вот эту чуть-чуть завели внутрь зелени, чтобы она не портила форму. Потому что если изначально вы уже не зададите форму букета, то вам потом сложнее будет доставлять все следующие цветочки. А так как цветов здесь у нас не очень много, а практически даже и мало, то лучше изначально вам вывести правильную форму. Да, у нас здесь... Ну, а теперь у нас гербера и вибурнум, да, мы можем в центр поставить сначала вибурнум. Ягодка. Да, для того, любая ягодка. Любая, конечно, абсолютно, подойдет. Да, подойдет ягодка. И по треуголке расставить, соответственно, герберу. Вы уже сами посмотрите и выберите ракурс, как вам будет удобно это сложить. То есть мы вам сейчас именно показываем, как из одного и того же набора цветов вы можете сложить два разных варианта букета, причем максимально простых и легких. Легких и по весу, и по сборке. Если вы хотите, вы можете дополнять этот букет, например, кустовой розой. Одноголовой розы не стоит, как считаешь? Одноголовой нет, потому что одноголовая роза, она не будет хорошо смотреться с герберой. В таком маленьком, да, букетике. Да, здесь слишком маленький объем. Вот, видите, он максимально простой. Для того, чтобы придать больше осени в вашем букетике, вы можете добавить колоски. Только не очень сильно, чтобы они выходили за высоту вашего букета. А ты их как выставляешь? По кругу? Да, можно по кругу. Можно сделать так, чтобы два колосочка, предположим, рядом поставить. Мне нравится, когда два рядом. Потому что колоски, они уже не нарушат вашу форму, поэтому вы можете поставить их по-разному. Покажи нам. Как вам больше нравится. Тут абсолютно нет никаких правил, скажем так. Причем цветов здесь, в принципе, использовано минималистичное количество, но за счет того, что у нас здесь очень разная фактура, букет не смотрится пустым и выглядит он достаточно насыщенным. Хотя по цене он не будет стоить дорого именно из-за простоты самого цветка.
Потому что, конечно же, не каждый может себе позволить на 1 сентября дорогой букет. Но видите, здесь и разная цветовая гамма, но в то же время она в одной палитре, да, то есть она осенняя. И плюс вот действительно за счет простых элементов достигается разнофактурность букета. Например, 2 вида зелени. 2 вида зелени, вибурну. Ну, вот, наверное, достаточное количество, чтобы тоже не удорожать ваш букетик. И еще мы дополнительно такие вот топперы используем. Ну вот в центре, если вы видите, мы специально оставили такую небольшую Пространство. пустоту или пространство для того, чтобы вы могли поставить сюда ваш тег. Вот, смотрите. Сейчас мы наш букетик упакуем. Мы не сторонники того, чтобы в букете было большое количество бумаги. Мы считаем, что всегда в цветах должны преобладать цветы. Поэтому вы нам присылаете большое количество запросов по поводу съемки и упаковки букета, но мы считаем, что упаковывать букет нужно простыми способами. И тем более, когда это касается вот такого небольшого лаконичного букета, который должен быть легким, выдержанным, и ребенку, чтобы было с ним комфортно и удобно. Тем более, если это, например, первоклашка. И сейчас вот несколько способов мы вам покажем. Первый способ: мы будем упаковывать вот в такую вот пленку. Посмотрите, пожалуйста, она в рулоне уже идет двусторонняя. Это к вопросу о том, что иногда приходится использовать 2 слоя упаковки, если вы хотите поддержать, например, и бежевый, и бордовый фон, как в данной ситуации. Мы ее отматываем из рулона по квадрату. Ну, примерно на глаз вы замеряете, то есть не нужно делать это по линейке. Вот примерно вы видите, что у вас получился квадрат. Отрезаем. Сейчас мы будем упаковывать. Я хочу, чтобы бордовая была снаружи у нас, а бежевая осталась внутри. Поэтому я положила ее вот так вот. Делаем мы вот такой вот сгиб здесь. В один слой пленку не советую использовать, потому что она очень тоненькая, она у вас быстро от этого зажмет. Мы сейчас будем паковать конвертиком. Уголочек у нас будет сверху. Обратите внимание. Соответственно, мы кладем букет так, чтобы надпись читалась. Вот так вот слева направо. Положили букет. Вот здесь раз, примкнули угол. Так вот взяли его, перевернули, прокрутили. Не делайте это по столу, старайтесь все делать на весу, чтобы не поранить цветочки. И получается вот такой вот небольшой лаконичный конвертик. Вы его можете подкрутить еще, когда уже сделали, да, посмотреть, чтобы он не сжимался, чтобы бумага у вас не зажималась нигде. Здесь у нас вылезает уголочек, в принципе, в этом нет ничего страшного. И здесь можно будет обрамить уже его ленточкой. Вот, это максимально простой вариант. Можно так вот, да, докрутить, чтобы уголочек был идеально по центру. Вот. Красиво получилось? Ты можешь прокомментировать? Ну, мне не нравятся вот эти заломы, которые все равно образуются. Бля, давай переснимем. Видишь, там внизу такой Я так красиво упаковала, может, это под музыку пустим? Подожди, да. Уголочек у нас будет с задней стороны сверху. Вот таким образом кладем букет, чтобы надпись у вас потом читалась слева направо. Лицом к себе вы его кладете. И так вот аккуратненько пригибаете одну сторону. Старайтесь сразу расправлять пленку, потому что она очень мнется, чтобы у вас потом было минимальное количество заломов. Так вот его перехватываете, пока крутите. Все расправляете сразу же. Видите, она какая тонкая и заминается. И делаете вот такой вот аккуратненький кулечек. Вот так вот получается. Если у вас вдруг сбился уголочек, да, вы можете ее так покрутить, повертеть, чтобы уголок получился на нужном месте. Мы в таком виде букет оставлять не будем, поэтому я не буду сейчас здесь завязывать ленточку, но вы можете это сделать. Если у вас очень сильно, как вот у меня, например, топорщится вот этот уголочек, видите, здесь получается так, что он не прижался. Вы можете либо капнуть капельку клея туда и подклеить эту часть, либо захватить здесь степлером. Тогда у вас вот так вот все аккуратно получится. Вот. С тем же самым квадратным листом можно сделать второй способ упаковки. Когда вы берете вот этот лист и складываете его не так, как в первый раз, чтобы у нас уголочки стыковались, а чуть-чуть по диагонали, вот так вот.
Вот видите, как, посмотрите, получается? Вот так. У нас получается здесь 2 уголочка. Здесь и здесь. Здесь букет небольшой, поэтому достаточно только одного листа. Когда у вас букет большего диаметра, то вам нужно будет несколько таких листочков. И точно так же кладете его на один из уголочков лицом к себе. И также по кругу его оборачиваете. Сразу же все старайтесь расправлять, чтобы не было заломов на упаковке. Вот, смотрите. Тогда упаковка получается вот такого вида, когда у вас здесь сразу же видна внутренняя сторона другого цвета. И здесь большее количество углов. Видите, 1, 2, 3 уголочек. И букетик получается немножечко асимметричным. Здесь у вас также получается стык. Вы его можете застеплерить или приклеить на клей. Тогда букетик выглядит вот так вот. И опять же не забываем подвязать его ленточкой. Мы наш букет оставим вот такой вот крафтовой бумаги с газетой. Вообще к осенним букетам приходит много крафтов с листиками, с разными надписями к 1 сентября. У нас такой вот нейтральный вариант. Тоже газета, смотрите, она в рулоне. Вы отрезаете примерно тоже по квадрату. Далее мы ее складываем пополам. Тоже разрезаем. У нас получается 2 вот таких вот кусочка. В центре этих кусочков мы делаем надрез небольшой, ровно по центру старайтесь. Он нам позволит упаковать букет без заломов, потому что здесь бумага уже более плотная, жесткая. Если не будет вот этого выреза, то она у вас начнет заламываться и может даже рваться. Изначально мы кладем таким образом букет, чтобы у нас первый уголочек попадал уже не на заднюю, а на его боковую часть. Вот так вот, таким образом. И точно так же его закручиваем. В процессе того, как вы букет подкручиваете, вы можете корректировать бумагу, делать ее чуть повыше, чуть пониже. Вот, смотрите, так у нас получается букет в одном слое упаковки. Вот. Здесь у нас, видите, образовалось большое пространство, и поэтому следующий уже уголочек мы прикладываем как раз, чтобы закрыть вот эту сторону. Это наша задняя сторона. Сначала вы прикладываете здесь маленькую часть, а потом уже закрывайте ее вот этой большой, чтобы у вас с передней стороны не было видно стыков. Таким вот образом. Так можно корректировать, да, старайтесь, смотрите, чтобы у вас здесь не было никаких заломов. Если вдруг у вас появляется залом, то вот так вот можно расправить. Видите, вот с передней стороны у нас нет никаких стыков, у нас не будет видно никаких скрепляющих элементов. И плюс здесь у нас образовалось такое вот понижение, что позволяет целиком увидеть букет. То есть уголочки получились задние и с боковых сторон. Если вы сюда тоже сделаете большой угол, то может получиться так, что вы закроете всю красоту вашего букета. И итоговым украшением будут наши двойные ленточки. Можете так затянуть бумагу и завязать либо бантик, либо просто их спустить. Все, наш букетик готов. Мы видим всю его красоту, прекрасно читается топпер, и со всех сторон одинаково видны ваши цветы.